Всем привет, всем большой привет с города Норильска. Вы знаете, сегодня у нас такое видео получается экспериментальное, да. Я решил записать звуковую дорожку и решил соединить эту звуковую дорожку с видео 360 градусов. Вы знаете, это прикольно, мне кажется. Допустим, кто-то хочет посмотреть видео 360, может смотреть и слушать голос, запись там рассказчика, как типа подкаст там или еще что-то. Или кто-то не хочет слушать рассказчика, допустим, смотрит видео только 360. Или не хочет смотреть видео 360, слушает на фоне автора, что он рассказывает. Да, прикольно. Вы знаете, мы, значит, этой зимою в этот Новый год с Еленой Владимировной ездили на каникулы в Завидово, да, и нам очень понравилось. Вообще зачетно получилось, потрясающе. Просто я в восторге от этого всего. Мы никогда с Еленой Владимировной не ездили зимой, именно зимой, еще и вместе, никогда не ездили в Завидово. Я как бы приезжал уже в Завидово там по весне, и еще снег был, но уже погода такая теплая была, не было такой, знаете, нашей русской суровой зимы, да. А тут мы приехали, нормально, было плюс 3 градуса 30 декабря, да, 30 декабря. Потом 1 числа была тоже такая погода с утра более-менее нормальная, а потом где-то в середине дня, 1 января, и под вечер как жахнуло. Слушайте, я такого, честно говоря, не видел и не слышал никогда в этих регионах нашей большой страны, в Тверской области. И вы знаете, что меня удивило? Сразу МЧС прислала сообщение о том, что на улице аномальная погода, аномальная холодная погода. Сначала, конечно, было так, более или менее нормально, для нас, норильчан, нормально, было там минус 20, минус 25 градусов, а потом вжарило в минус 35, и это вообще жесть какая-то. Мы такие товарищи с крайнего севера, нас этим не удивишь, конечно, но меня Елена Владимировна это, конечно, удивило. Почему удивило и почему мы стали в такую погоду мерзнуть, хотя в Норильске мы в такую погоду сильно в той же одежде, мы в Норильске в такую погоду не мерзнем. Потому что в том регионе, там, понимаете, там очень большая влажность. Вот реально большая влажность, и плюс ко всему этому вжарило минус 35. Но несмотря на это, как вы видите на видео, мы все равно с Еленой Владимировной пошли гулять. Почему пошли гулять? Потому что, во-первых, это все-таки не крайний север, это материк. И, во-вторых, светило солнце. Вот реально светило солнце, и погода была такая потрясающая. То есть, как бы смотришь там в окно, смотришь, солнышко светит. Ой, классненько, и пофигу на этот мороз. Мы, значит, с Еленой Владимировной вызвали такси, потому что мы не рискнули пешком идти до Рэдисона, до отеля Рэдисона, где мы сейчас находимся, вот видео показано. Мы с Еленой Владимировной вызвали такси. Такси что-то нам обошлось где-то рублей, 200 вроде бы, да, 200 рублей. А ехать примерно, где-то минут 10-15. Мы, значит, приехало такси, вызвали Яндекс такси, не стали, значит, брать такси местные товарищи, там организовали такое сообщество, да, и они таксуют. Почему мы именно принципиально вызвали Яндекс такси? Потому что это местное сообщество таксистов, оно очень сильно задирает цену. Допустим, мы заплатили 200 рублей до Рэдисона, да, а местные таксисты просят 500 рублей. То есть, как бы разница в 2 раза. И мы сказали: нет, ребята, мы не хотим ехать за 500 рублей, мы лучше вызовем Яндекс и на Яндексе доедем. В общем, доехали на Яндекс такси, нормально, все путем, вышли около шлагбаума, прошлись немножко и пришли на сам отель Рэдисон. Вы можете посмотреть на видео 360, сам отель Рэдисон.
Он довольно-таки хороший, и серьезно вам говорю. Он считается такой, я не знаю, как там по этим звездам, но вроде бы там пятизвездочный это отель. Да, однозначно пятизвездочный отель. Вот, и там говорят хорошо. Там реально говорят хорошо. Да, там на самом деле очень-очень прикольно и классно. Вы знаете, что мне нравится вот вообще вот в этом отеле? Там внутри есть бассейн, там внутри разные столовки, там развлечения для детей, для взрослых и много-много другое. В принципе, вы можете залезть на сам канал, на сам сайт отеля Рэдисон и посмотреть это все. Потому что это все доступно, указаны цены за сервис, за, там, я не знаю, за посещение бассейна и много-много другое. Допустим, вот есть такая услуга, да, одна из немногих. Если ты, допустим, захотел покупаться там в бассейне, там, или там в душе, там, или сходить там в тренажерный зал, то ты можешь купить там абонемент, да, и ходить туда. Но почему бы и нет? Ну, допустим, зима на улице, ты там один, нечем заняться, да. Допустим, глушить постоянно горячительное, это вообще не фонтан, да, и вообще глушить постоянно горячительное, это не есть хорошо. А вот сходил в бассейн, там поплавал, там, я не знаю, там шезлонги стоят, можно на шезлонгах полежать там. А если, допустим, на улице зима и в окна еще светит солнце, то можно представить, что ты где-то находишься там в каких-нибудь Мальдивах или в Доминикана, там вообще в Турции. Или в Сочи, например, почему бы и нет. Да, очень хороший отель, мне он очень нравится. Мальчики, девочки, это не реклама. Серьезно вам говорю, это не реклама, я просто вам рассказываю свои впечатления об этом всем. Значит, мы с Еленой Владимировной погуляли, и погуляли довольно-таки продуктивно. Вы знаете, мы, наверное, гуляли, ну, наверное, около часа, может быть больше, может быть меньше, не могу вам точно сказать. Вы знаете, я когда летом езжу на отель Рэдисон, то я люблю брать кофе. Ну, у меня такая вот, ну, я не знаю, такой маршрут. Я, допустим, на самокате еду до отеля Рэдисона, беру там кофе, там посидел на лавочке, попил кофе и поехал дальше. Там доехал еще куда-то, там взял кофе, попил. Потом вернулся обратно к отелю Рэдисон, опять взял кофе, там попил. То есть какие-то такие маркеры, да. Вот. А в этот раз думаю, ну, сейчас мы с Еленой Владимировной приедем. А вот я тоже возьму кофе. Ну и пошли, значит, мы в такую кофейню, кофейня-магазин. Да, называется Винор. Не, я соврал вам. Названия похожие. Как же там на Рэдисоне называется? Вспомнил. Не Винор. Винор это здесь, в Норильске, такая сеть магазинов. Опять же, это не реклама. Вот. А на Рэдисоне он называется Верона. Верона точно. Вот, и мы что-то зашли с Еленой Владимировной в Верону в эту, и что-то кофе там дорого нам показалось. А там кофе, я, допустим, вот беру всегда латте, да, вот, и там кофе латте 0,3, что-то около 350 рублей. Ну, понятное дело, что это кофемашина, что это классно, круто и прикольно, но дороговато, серьезно. И я говорю, давай, Елена Владимировна, мы сходим с вами в другое место. Там на самом отеле Рэдисоне есть еще одна кофейня. Вот, но она такая кофейня, знаете, типа кофейня кондитерская, да. И мы, значит, подошли к этой кофейне, а она закрыта. Вот так вот. То есть, получается, на зимний период, ну, по всей видимости, может быть, нерентабельно. Ну, вот эти продажи все, потому что народу мало. Но все-таки в зимний период, конечно, народ поменьше. Вот, нерентабельно, и эта кофейня не работает. Так, грусть, печаль. Вот здесь на видео я показываю вам, что на отеле Рэдисоне есть еще каток. Да, когда наступает зима, вот посередине есть такая отель Рэдисон, такая площадь, и там на этой площади заливают каток. Да, прикольно. Вот, но мы с Еленой Владимировной приехали утром, ну где-то, я вам скажу, где-то в часов 11, да. И каток не работал. Хотя, в принципе, можно было подождать и можно было покататься на коньках. Еще вот здесь на видео показано, что
что идет большая стройка. Да, вот видите, там вот вдали такие дома, и там строят. Окончание этой стройки 2025 год, не помню, середина, конец 25 года, но окончание стройки в 25 году это 100%. А вот что там будет такого интересного? А там, я вам скажу, будет очень-очень много всего и очень много всего интересного. Но одно из самых интересных зданий это будет большой-большой громадный торговый центр. Да, мальчики и девочки. Это будет не просто торговый центр, допустим, как у нас вот в городе Норильске, арена, да, это будет там вообще там вплоть до того, что там в этом внутри торгового центра будут деревья стоять, вот так вот. Вот. И как говорят сами вот организаторы этой стройки, что это будет торговый центр, один из самых больших, если не самый большой в Европе. Слушайте, на самом деле жду не дождусь, когда вот достроят вот этот торговый центр, вот чтобы посмотреть, походить, погулять, потому что, ну, допустим, на природе мне очень-очень нравится гулять, вот, особенно когда ты приезжаешь с Норильска. Вот, но иногда хочется, конечно, немножечко где-то там что-то пошопиться, вот. И хочется пошопиться, чтобы это такое, знаете, все было цивильное, чтобы это все такое прикольное было, классное и интересное. Да, 25-й год ждем однозначно. Кроме этого всего, там строят пятизвездочные отели. Ну, самые такие топовые отели. Кто строит эти отели? Вот я вам скажу так. Это строит Китай. И, если я не ошибаюсь, строит Сербия. Да, вот так вот. Интересно это все. Вот, почему узнали, что там еще сербы участвуют? Потому что летом висел большой-большой красивый баннер Сербской Республики. Вот такая вот история, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и всем добра.